Готовлю салат из куриной печени. Получается очень сочно, вкусно и сытно. В кастрюлю отправляю несколько горошков душистого и черного перцев, также пару лавровых листиков. И у меня полкилограмма промытой куриной печени. Заливаю холодной водой, чтобы печень была покрыта пальца на 2-3. И отправляю на огонь. Когда начинает закипать, снимаю пену. Варю минут 5-7. Проверяю на готовность, разрезая самый толстый кусочек. Если нет крови, то готово. Сразу достаю печень из кастрюли. Лучше это делать шумовкой, чтобы сливалась лишняя вода. Перекладываю в посуду и обязательно накрываю, чтобы печень не высыхала. Для салата нужна отварная морковь. Готовлю ее быстро в микроволновке. В тарелку без золотых узоров выкладываю морковь. Наливаю немножко воды, миллилитров 30-50, накрываю другой тарелкой и отправляю в микроволновку. Мощность моей микроволновки 800 Вт. Чем крупнее овощи, тем дольше они готовятся. У меня морковь крупная, и мне понадобится всего 15 минут. Минут через 7-8 останавливаю процесс, и овощи надо перевернуть на другой бок, потому что снизу они уже проготовились наполовину. Проверяю вилкой. Так и есть, прокалываются. Накрываю другой тарелкой и продолжаю процесс готовки. У меня остается еще 7 минут. Достаю из микроволновки и проверяю на готовность. Овощи отлично прокалываются вилкой до конца. А сейчас овощи можно обдать холодной водой, так они будут хорошо чиститься. Печень остыла, и теперь очищаю ее от ненужных жилок и пленок. В холодном отварном виде мне это делать значительно удобнее, чем в сыром. А теперь печень нарезаю на небольшие брусочки. А вы на канале «Готовим с вами вместе». Выкладываю порезанную печень в миску. А теперь подготовлю репчатый лук. Нарезаю тонкими полукольцами. Раскладываю в один слой на поверхности и совсем слегка, набирая уксус на пальцы руки, сбрызгиваю лук. Таким образом лук остается свежий, сочный и хрустящий, как яблочко. И оставляю промариноваться. А теперь нарезаю остывшую отварную морковь. Нарезаю, как и печень, брусочками, чтобы салат красиво смотрелся. Морковь добавляю к печени. И еще добавляю немного порезанной свежей петрушки и подготовленный репчатый лук. Он за 5-10 минут хорошо промариновался. А теперь салат солю по вкусу, перемешиваю и даю немного постоять минут 5, чтобы соль растаяла и разошлась по салату. Я заправляю салат домашним майонезом, но этот салат вкусный и с любимым растительным маслом, и со сметаной. Попробуйте приготовить. Салат хорош на каждый день и на праздник. Приятного аппетита! И готовьте с удовольствием!